Доброе утро, 13 мая. Сейчас буду взвешивать палки. Кофейные весы, очень точные. 242,9. Так, пара 486 грамм. Это с пятками для асфальта. Сейчас я их сниму. Так, нолик. В общем, 461. Это пара. 230. Ну и приблизительно столько же. Да, несмотря на то, что алюминиевые, очень-очень легкие палки. Сейчас пойду пробовать ходить с ними. В общем, включу этот момент взвешивания в общий ролик по палкам. Если кто будет смотреть, не удивляйтесь, что он там из нескольких частей. В общем, это просто нарезка из моего дневника обычного видео. Поэтому монтировать мне там что-то вырезать не хочется. В общем, как есть, так есть. Кому интересно, тот посмотрит, я думаю. Вот они палки. Вот оно поле. Я думаю, по асфальту я стучать ими не буду. Не хочу стирать набойки раньше времени. И проще мне будет в лесу, наверное, сразу уже начать тренить. Хотя, не знаю, сейчас подумаю. Вот, но прискорбно весьма оказалось то, что я не смог найти толковых видео по технике ходьбы именно с трекинговыми палками. Это удивительно, я облазил все дно ютуба, пришлось там по 100 подписчиков у людей и так далее, и ну ничего, все только пытаются объяснить, зачем нужны эти трекинговые палки, как там на подъем, на спуск, это максимум. А как ходить с ними по-ровному, нашел только одно видео более-менее внятное, где показывает мужчина и женщина, там жена его, сам принцип, да, как ставить их правильно. То есть то, что меня по сути интересует. Вот. Буду сейчас по их методике пробовать. Ну, как бы там ничего такого сложного нету. В общем, надо просто сымитировать ходьбу, держа палки в руках, как обычно, и потом потихоньку их подключать. Вот. И принцип еще такой, что типа не обязательно стремитесь в этот 90-градусный угол. Можете там под себя все-таки как удобно, смотрите, ну, как вам, типа там может быть и 100, и 110. Как-то так. Ну, я очень удивлен. Я думал, эта тема более раскрыта. Ну, возможно, скорее всего, не востребована она, потому что все-таки ходят в горах, там где-то, ну, вот это спуски и подъемы более актуальны, нежели простая ходьба по ровной местности, именно как, ну, среди туристов, да. То есть этот сегмент закрывают скандинавские палки. Но там я так пока не вникнул глубоко, понимаю, что другая вообще специфика ходьбы. В общем, назначение у него другое, и техника немного другая, нежели просто обычная ходьба. Там как бы цель у скандинавки-то, наверное, все-таки оздоровительная какая-то, там, может, тренировочная больше. Поэтому как-то по-другому они и палки выглядят немножко, да, и там другая эта петля, как же она называется, господи, темляк, вот, темляк, думаю, что за слово такое интересное. В общем, по-другому устроен этот темляк, он руку охватывает как-то по-другому, и там рука, я так понял, раскрывается в процессе или что-то такое. Ну, в общем, это не то, что нужно, поэтому роликов крайне мало по поводу того, как ходить по-ровному, как ставить руки. Буду сейчас учиться, как я сказал. Блин, уже 5 минут одно и то же, да, рассказываю. Ну, какая нафиг разница. Мой блог, что хочу, то и делаем. Да, ну, в общем, вот они палки. На обзор фоточку сейчас я сделаю сразу. Да,
Так, я думаю, пойдет. Может, сейчас вот там вот на лавочке поставлю телефон, попробую пройтись все-таки по асфальту. Не знаю. Ладно. Похожу часик, попробую. Потом запишу свои ощущения. Еще пока не забыл, очень интересный нюанс с ними. Заказывали с Amazon аккаунта жены, с ее телефона. И надо же было поставить, что они пришли. В общем, заходим мы туда, а палки подешевели. То есть я купил за 32 евро, а сейчас пара стоит 27 и 18 центов, по-моему. Я был в шоке. Ну, это я все понимаю, конечно. Ну, зачем делать так? Я еще даже не подтвердил заказа, вы уже цену понизили. Это же издевательство, я считаю. И причем, ну, сколько там, 15%, да, почти от того, что я купил. Это существенные деньги. Ну, в общем, я жене говорю, давай, как бы, дорогая, там был бесплатный возврат. Давай оформляем, короче, новую пару за 27. Она приходит, мы ее не распечатывая возвращаем, как старую пару, там 14 дней же дается. И типа в итоге сэкономим 5 евро. Она, да блин, мне что это за эти 5 евро? И как бы и суетиться не буду, ты что вообще в натуре? А я говорю, да ну блин, ну как так-то, это ж 5 евро, это ж почти 15%. В общем, вот чтобы вы понимали, в чем разница, да, и в чем мы с женой не сходимся. То есть для нее это мелочь, из-за которой не стоит как бы и суету наводить, а для меня это 15% от стоимости товара и, блин, 5 на ровном месте. Еще при этом и протестируем, как работает бесплатный возврат Амазона. То есть одни плюсы, а минусы будут, как говорится. Вот так и живем. Поэтому за всю нашу супружескую жизнь денег мы не скопили, а только потратили. Как-то так. Я уже в лесу, нашел вот такую лавочку. Сейчас поставлю на нее телефон. И вот здесь вот напротив пройдусь без палок. Потом с палками не подключая, потом уже подключу. И потом буду сравнивать дома, похоже ли на то, что я видел в том ролике. Но так, пока вот я прошел с полкилометра, могу сказать, что не получается у меня, не знаю, они все равно землю как-то чешут, я больше их проволакиваю, нежели упираю, то есть все-таки надо как-то приподнимать их, наверное, непонятно. И сейчас задвинутый на максимум, и у меня получается в руке, ну будет видно на видео, там нет уж 90 градусов, и мне так хочется, чтобы они еще пониже были, но ниже уже их не опустишь, в общем, что-то странное. Так, я пересмотрел видео, и там отлично видно, как у меня рука во время ходьбы вот так вот отходит, как в скандинавке, типа она хочет лежать. О чем это говорит? О том, что это нормальная ситуация, или о том, что я высоту, возможно, неправильную поставил? Я сейчас подниму на 5 сантиметров приблизительно до прямого угла и попробую еще раз пройтись. Так вроде бы руке удобно лежать на рукояти, но приходится руки выше поднимать. Не так, как говорил дядя на видео, что там чуть-чуть ход руки, мне кажется, ход руки значительно больше. Но он точно больше, нежели при обычной ходьбе. Ну, наверное, так и должно быть, все таки красиво. Этот момент передается на руки за счет чего-то, да, наверное. Так, я еще раз пересмотрел видео этой пары. Сейчас немножко опущу на 5, не на 5, на 2,5 сантиметра. И попробую еще раз пройтись. В общем-то, вроде все я делаю правильно, как они показывают, но немножко все-таки видно по-своему. Сейчас попробую. Там тоже, когда они в конце ходят, такое ощущение, будто они это как-то делают образцово-показательно. И
с большим напрягом, будто в жизни нихуя. Это надо бы посмотреть просто видео каких-то походов, может быть. Так, пробую просто идти. И теперь помаленьку подключаю палку. О, это уже на что-то похоже. И рука сильно не распрямляется. Ну, тоже, может быть, я еще пробую сильно в высоком темпе. Мне непривычно. Темп мне привычен, высокие палки в этом темпе совсем нет. Да, ну, я думаю, очень быстро у меня эти наконечники пошабашат, потому как я иногда проволакиваю, фиг его знает. Буду дальше ходить, попробую. Погуляю сейчас километра 1,5-2, и на том будет видно, какие ощущения. Иду домой, и выводы неутешительные. Сейчас немного прошел по асфальту и по вот такой вот брусчатке, и протюкал, ну, буквально, я не знаю, метров 300, и уже как бы этого покрытия практически нет. С одной стороны вытерлась капитально. То есть я как-то их проволакиваю все-таки, эти палки, и оно стирается моментально. И еще такая типа как вибрация передается в локте. Ну, то есть вот в момент отталкивания, или то ли это я виноват, то ли сама палка за счет своей вот этой сегментности, она как бы, ну, не стопроцентную жесткость имеет. В общем, ощущения малоприятные при ходьбе по брусчатке, вот это по камню. Там по асфальту то же самое. Не знаю, надо как-то, короче, работать над этим. Буду, наверное, смотреть видео, искать просто паломников, которые по Якобсвег идут, и смотреть просто, как люди идут. Ну, хотя подозреваю, что там дедушки и бабушки будут на скандинавках лупить, потому как, ну, дорога там такая же более-менее простая. В общем, вопрос, где подсмотреть правильную технику. Послеобеденная прогулка с палочками. Я провел анализ, пока обедал. Пересмотрел замедленно видео пары этой, которая учит ходить, и свое. И понял как бы ключевое отличие. Я распрямляю полностью руку, когда она идет назад. Поэтому, скорее всего, я и цепляю палками землю потом. То есть все равно рука должна быть в полусогнутом состоянии. Ну, не в полу, а, короче, в согнутом состоянии. И ходить именно в таком положении зафиксированном. Ну, может, там до какой-то степени подвижно, но точно не распрямляться. Вот. И я просто услышал прямо то, что говорила эта женщина, что вот, сымитируйте, как будто вы идете, и потом добавьте палки. Но все-таки, если так сделать, как я так сделал, по сути, то получается, что нет. У меня так при обычной ходьбе всегда руки распрямляются до конца. Ну вот, а это, конечно, неправильно. Соответственно, сейчас я буду пробовать именно уже чуть по-другому. Приблизительно я понял, как буду практиковаться. И тоже, наверное, если получится, подсниму, как в этот раз у меня выходит с согнутыми руками. Небольшую вставочку сделал, попробовал походить, но как бы не знаю, вроде вот сейчас еще после той вставки я прошел метров 300-400, ну и как бы уже привычнее, вроде получается. Но интересно мне, как это будет все чувствоваться завтра, может быть, по мышцам. По идее же загружается верхняя часть тела под эту ходьбу. Поэтому я думаю, я должен почувствовать завтра
крепатуру в каких-то мышцах, которые обычно у меня не работают, а здесь были включены, задействованы. И это будет уже понятнее тогда, что как. И склоняюсь к тому, чтобы завтра уже начинать ходить с рюкзаком. У меня есть старый роллерский рюкзак с разгрузкой на пояс. Ну, он довольно объемный, там литров, наверное, 35 он. Вот, и я думаю, взвешу его и сделаю где-то килограмм 5, наверное, начну с 5, чтобы он загрузкой был 5-килограммовый. Ну, там напихаю что-нибудь туда, может быть. Хочется так пойти, чтобы с обедом, не знаю, взять. У меня там есть этот, такой, типа бента, термос, в общем, под контейнеры. Думаю, взять обед и пойти так, чтобы с утра и где-то часов, может быть, до 4, чтобы поужинать только дома, пройти нормальные километражи уже с поднагрузкой, с палками. Ну, не знаю, с палками не хочу ходить по асфальту. Во-первых, не хочу стирать наконечники, пока не купил запасных. Во-вторых, стесняюсь, как я и говорил. Все-таки я этот комплекс свой не хочу, видимо, изживать. Я уже там придумаю себе всякие отмазки, типа, да, что я буду это сразу на асфальте, вот это вот наконечники стирать, плюс надо же и чтобы ноги и так не забывали работу, типа обычную. Думаю, вот буду ходить по асфальту как бы стандартно, а уже когда буду выходить на пересеченку, буду там, ну вот как сейчас я в лесу хожу, буду там брать типа палки, и получится вроде миксованная тренировка для ног, и так будет лучше. Ну вот так, если это оправдываю, но знаю точно, что подсознательно я все еще стесняюсь. То есть даже когда людей встречаю, мне кажется, что все на меня кидают взгляды, там, что типа, блин, особенно, что тут одни пенсионеры шарятся, они такие, молодо, зелено, неправильно на палках ходят. Бред, конечно, самый настоящий, ну, что сделаешь. Короче, да. Вот говорю это, и сам понимаешь, что за тупизна. Ну, ладно. Как-то буду все-таки бороть эту штуку. Так, а я пришел на озеро. Тут ему что-то одногруппник звонил. Грозился, может, будет он сегодня здесь с семьей, то увижу его. Дам ему на палках походить, пускай посмотрит, он массажист и как бы с биомеханикой тела тоже как бы знаком, потому как у него физкультурный институт оконченный. Может, он мне что-то подскажет, посмотрит со стороны. Да, я же еще плюс сутулый, так нормально горбатый, скажем. Даже не сутулый. Может, он что-то тоже увидит в осанке там у меня. Я, кстати, вот пойду завтра к семейному. Я не помню, у меня там завтра анализы, по-моему, а там через день, короче, уже прием. Вот, я хочу попросить его, чтобы он дал мне направление к ортопеду, потому как у меня все равно сейчас я вот ходить начал больше, и спина нет-нет побаливает, когда я начинаю назад прогибаться, так вот, ну, вроде не сильно, так чуть, раз назад там даже в быту там согнулся, и оно что-то простреливает прям в эту поясницу. Оно и раньше было как-то, но когда я более глубокие прогибания делал, ну, думаю, ладно, это типа телу непривычная, нестандартная для него штука, поэтому может что-то там и это. Ну, плюс же 41 год, понятно, что там не в порядке все с межпозвоночными этими частями, ну я не знаю, как они называются, диски, что ли. Вот, по-любому уже какие-то возрастные там есть нюансы, а я никогда в жизни спину не проверял. То есть хотелось бы, чтобы специалист посмотрел и дал свою экспертную оценку, тем более перед такой большой движухой, как Якобсвег. Ладно, пойду пройдусь по кругу, поищу одногруппника. Зашел тут на территорию постоянного кемпинга, в туалет, и здесь душевые. Вот интересная такая система, получается, вставляешь специальную фигню и водичка идет, можно искупаться, ну, когда здесь стоишь на территории кемпинга. И также точно туалет, ну, туалет обычный, безоплатный, вот, и сама территория. Здесь запаркованы на постоянно дома на колесах. Может быть, какие-то и выезжают, я не знаю. Ну вот примерно так это все выглядит. Смотрят они на озеро. У некоторых, по-моему, там даже свой выход есть к воде. В общем, интересно. Я в прошлом году видел объявление, здесь продавали место или, ну, в общем, сам вагончик такой, дом на колесах с стационарно установленным этим кемпером.
с верандой. В общем, заходи, живи, как я люблю говорить. Что-то то ли 12 тысяч евро, то ли 10, то ли 11, вот не вспомню, ну что в этих пределах. Там какая-то арендная плата в год снимается еще, какие-то взносы кооперативные. Ну, в целом, неплохой вариант. Не знаю, можно ли здесь жить на постоянке в таких условиях или нет. Ну, теоретически-то можно, конечно, я имею в виду, не против ли сам этот кооператив и дают ли они на это разрешение. Но в теплое время, как минимум, 100% можно. Вид отличный, конечно. Красота. Так, вынужден сказать, я потихонечку втягиваюсь, мне кажется. Я сейчас вот прошел уже в этой прогулке 6 км. И из них где-то, наверное, 4 точно на палках. Довольно интересно. Я вот сейчас на последнем километре начал немного чувствовать бедро левое. Вот то, что я раньше говорил, там в связке или что. Легкая боль. Но это уже у меня за сегодня пройдено 13 км. То есть это ничего себе. По идее, наверное, все-таки ноги я уже разгружаю. Либо же самовнушение, либо я действительно какую-то технику освоил. Но посмотрим, как завтра спина, потому что, мне кажется, я вот сейчас чуть-чуть чувствую спину сзади, вот широкие эти мышцы под лопатками, которые находятся. Интересно будет, почувствую их или нет. В общем, идем дальше, пока мне все нравится. Так, мне кажется, я подружился с этими палками. Только что прошел 3 последних километра. 2 по лесу 9 минут ровно уложился. А последний по камню, ну, в общем, по брусчатке вот этой 9:16. И вообще суставов не ощущал. Вот сейчас, когда перестал уже палками пользоваться последние там 100 метров, вот теперь чувствую, что, ну, как бы есть какая-то усталость, но это на минуточку 17 километров. Так что ничего себе. В общем, какую-никакую технику я наработал, которая, видно, ну, мне подходит. Хотя рано делать выводы, скорее всего, да. Сколько я сегодня прошел? 17. Ну, на палках из них точно 11, где-то не меньше. Так, более-менее нормально я прошел. Ну и, соответственно, завтра по крепатуре посмотрим, что там у меня работало. Сейчас малая должна прийти от репетитора. Пойдем побуцаем вот этот валанчик. Посмотрим, будут у меня еще силы после 17 км ужина еще на валанчик. Попробуем.